Леса Турции и Греции охвачены мощными пожарами, Австралия содрогнулась от землетрясения, а Италия оказалась во власти торнадо и наводнения. Все важные события за последние сутки прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! В провинции Чанаккале в Западной Турции вспыхнул новый крупный лесной пожар, дополнивший серию пожаров, охвативших регион в начале августа. По данным местных властей, пожар начался утром 16 августа вблизи села Сараджаэли, недалеко от города Чанаккале, и быстро распространился из-за сильного ветра, достигающего скорости 60 км в час. Засуха, продолжающаяся в регионе, создала идеальные условия для стремительного разрастания огня. Для борьбы с пожаром задействованы значительные наземные силы, а также авиация в составе 2 самолетов и нескольких вертолетов. Несмотря на это, тушение пожара осложнено сильным ветром, который раздувает огонь и перекидывает на новые участки. Проход судов через пролив Дарданеллы был временно приостановлен для обеспечения работы пожарной авиации, сбрасывающей воду. Пожар уже привел к эвакуации жителей из Изини и Байрамича, а также ряда других близлежащих деревень. Сообщается о повреждении одной пожарной машины, охваченной пламенем во время тушения. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции подтвердило, что борьба с огнем ведется как с земли, так и с воздуха, и заверило, что работы будут продолжаться до полной ликвидации пожара. В округе Эль-Хараш, к востоку от столицы Алжира, произошло трагическое ДТП. Пассажирский автобус сорвался с моста и упал в русло реки Уэт-Эль-Хараш. Авария произошла в районе Эль-Мухамадия, на участке дороги, ведущей к Эль-Хава-Эль-Джами. Автобус по невыясненным причинам съехал с дороги и рухнул с моста в реку. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. По данным гражданской обороны Алжира, в результате аварии погибли 18 человек, более 24 получили травмы, 2 находятся в тяжелом состоянии. Президент Алжира выразил соболезнования семьям погибших, назвав инцидент национальной трагедией. Местные власти расследуют причины аварии, которые до сих пор остаются неустановленными. Вчера утром юго-восток австралийского штата Квинсленд сотрясло землетрясение магнитудой 5,6, которое стало самым мощным землетрясением на суше в регионе за последние 50 лет. Эпицентр находился в районе Килкивана, примерно в 80 километров к западу от Нусы и 256 километров к северу от Брисбена, на небольшой глубине 2 километра, что усилило ощутимость толчков. Подземные толчки ощущались на обширной территории, от Кернса на севере до Сиднея на юге. Более 13 тысяч человек сообщили о толчках. Жители юго-восточного Квинсленда, включая Брисбен, сообщили о сильной тряске, сопровождавшейся звоном стекол и падением предметов с полок. Землетрясение привело к перебоям в электроснабжении, более 6500 домов в районе Саншайн-Кост остались без света. На данный момент сообщений о серьезных разрушениях или пострадавших не поступало, однако власти предупреждают о возможных афтершоках в ближайшие часы и дни. Местные экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. В районе деревни Ливарцы, расположенной в греческой провинции Ахейя на полуострове Пелопоннес, вспыхнул крупный лесной пожар. Пожар начался в лесистой местности в 20 километров к юго-востоку от города Патры. По данным пожарной службы Греции, огонь быстро охватил значительную территорию из-за сильного ветра и засушливых условий, характерных для летнего сезона. Местные жители получили экстренное оповещение с призывом быть готовыми к возможной эвакуации. На борьбу с пожаром брошены десятки пожарных расчетов, авиация, включая вертолеты и самолеты для сброса воды, а также волонтеры. Однако сильный ветер затрудняет локализацию огня, а густой дым ухудшает видимость в районе.
Пока нет информации о пострадавших или значительных разрушениях, но власти предупреждают, что ситуация остается нестабильной, пламя несет серьезную угрозу населенным пунктам. Мощные погодные катаклизмы обрушились на несколько регионов Италии, включая Апулию, Сицилию и Кампанию. Остров Липари, крупнейший из Алийских островов в Тирренском море, оказался во власти мощного шторма, который принес с собой обильные осадки и сильные порывы ветра. Улицы главного города острова Липари превратились в бурные потоки, вода залила дома, магазины и припаркованные автомобили. Метеорологические службы Италии сообщают, что шторм был вызван редким сочетанием низкого атмосферного давления и высокой влажности, что стало причиной экстремальных осадков. По предварительным данным, за несколько часов на острове выпало до 100 мм осадков, это значительно превышает норму для августа. Наводнение затронуло не только Липари, но и соседние острова архипелага, включая Вулкана и Стромболи, но в меньшей степени. Наводнение вызвало перебои в электроснабжении и движении транспорта, остановилось и паромное сообщение между островами и материковой Италией. В некоторых районах вода проникла в жилые дома и коммерческие здания. На данный момент информации о пострадавших или жертвах нет, но оценка ущерба еще проводится. Служба гражданской защиты Италии направила на остров дополнительные силы для расчистки завалов, откачки воды и оказания помощи жителям. Мэр Липари призвал туристов и местных жителей избегать прибрежных зон и низин, где риск подтоплений остается высоким. В дневное время в сельской местности между коммунами Маттола и Кастелланита в провинции Таранто прошел торнадо. Он вызвал локальные разрушения, повредив сельскохозяйственные угодья и временно нарушив дорожное движение. Информации о пострадавших в этом районе пока не поступало. Одновременно на юге Сицилии, в районе города Модика, в провинции Рагуза, был зарегистрирован еще один смерч. Вихрь сопровождался сильным штормом, который принес град диаметром до 4 см, нанеся ущерб автомобилям, сельскохозяйственным культурам и инфраструктуре. Жители сообщают о поврежденных крышах и окнах. Город Тлакепаке в мексиканском штате Халиско оказался во власти мощного шторма, который сопровождался интенсивным градом. По данным местных метеорологических служб, град покрыл дороги, тротуары и дворы местами слоем до нескольких десятков сантиметров. Эпицентром шторма стал город Тлакепаке, расположенный в метрополии Гвадалахары, но последствия шторма ощущались и в соседних районах. Град сопровождался сильным дождем и грозами, что привело к локальным подтоплениям и перебоям в движении транспорта. О пострадавших или значительных разрушениях пока не сообщалось, однако местные власти еще проводят оценку ущерба, нанесенного домам, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям. Город Чинджи в провинции Шанси столкнулся с самым сильным ливнем за этот год. За 18 часов выпало 234 мм осадков, что составляет около 40% от годовой нормы осадков в регионе. Ливень начался в ночь с 15 на 16 августа и продолжался до вечера, сопровождаясь грозами и сильным ветром. Эпицентром наводнения стали низинные районы города, включая район Лучен, где вода поднялась до уровня колен. Местные власти сообщили о временных перебоях с электроснабжением и закрытии нескольких дорог из-за подтоплений. Для эвакуации жителей из зон риска и оказания помощи пострадавшим были мобилизованы спасательные службы и полиция. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству. В окрестностях Чинджи затоплены поля, местные жители сообщают о поврежденных автомобилях и имуществе в домах. На данный момент точных данных о пострадавших или жертвах нет.
Город Мандауэ в провинции Сибу на Филиппинах оказался под ударом сильного наводнения, вызванного затяжными ливнями, которые начались в ночь с 15 на 16 августа и продолжались несколько часов, приведя к стремительному подъему уровня воды в низинных районах Мандауэ. Наводнение затронуло множество деревень, превратив улицы в бурные потоки. Под водой оказались дома, дороги и автомобили. Из-за наводнения было эвакуировано более 300 семей, которые были размещены в школах и других общественных зданиях, переоборудованных под временные убежища. На данный момент информации о жертвах или серьезных травмах нет. Муниципальные власти Мандауэ и провинциальные службы по чрезвычайным ситуациям оперативно начали работы по оказанию помощи пострадавшим. Спасательные команды помогают эвакуированным семьям и проводят оценку ущерба. Район Джагишвари-Уэст в Мумбаи, крупнейшем городе Индии, оказался под ударом сильного наводнения, вызванного интенсивными ливнями, обрушившимися на Мумбаи в ночь с 15 на 16 августа. По данным местных метеорологических служб, за сутки в некоторых районах города выпало до 200 мм осадков, что привело к стремительному подтоплению низинных зон. Наводнение затронуло жилые кварталы, школы и коммерческие объекты в районе. В частности, низменные территории, такие как улицы около Патил-Эрстейт-Род, оказались наиболее пострадавшими из-за недостаточной пропускной способности ливневых систем. Наводнение привело к значительным перебоям в движении транспорта, включая пригородные поезда и автобусы, которые являются жизненно важной частью инфраструктуры Мумбаи. Муниципальная корпорация Большого Мумбаи мобилизовала спасательные бригады, в наиболее пострадавших районах была организована откачка воды. Тропический циклон Эрин, первый ураган атлантического сезона 2025 года, за сутки стремительно усилился с тропического шторма до урагана наивысшей 5-й категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре достигает 257 км в час с порывами до 306, а давление упало до 917 миллибар. Ураган движется на запад со скоростью 27 км в час, угрожая Карибскому бассейну и вызывая опасения на восточном побережье США. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, Эрин сформировался 11 августа в восточной части Атлантического океана, около 455 километров к западу от островов Кабо-Верде, и первоначально классифицировался как тропический шторм с ветрами 75 км в час. 16 августа, благодаря теплым водам и слабому ветру в верхних слоях атмосферы, шторм прошел процесс быстрого усиления. На 16 августа центр урагана находился примерно в 1000 километров восточнее подветренных островов, двигаясь в северо-западном направлении. Эпицентр проходит севернее Пуэрто-Рико, затрагивая внешними полосами дождя северные подветренные острова, американские и британские Виргинские острова. Прогнозы указывают, что Эрин обойдет Багамские острова с востока и не выйдет на сушу в континентальной части США, но вызовет опасные прибои и обратное течение вдоль восточного побережья на следующей неделе. В Пуэрто-Рико уже ощущается влияние урагана Эрин. Из-за сильного ветра и дождя произошли взрывы и пожары на энергетических объектах, 143 тысячи абонентов остались без электричества. Кроме того, действуют многочисленные предупреждения о наводнениях. Власти США направили помощь в Пуэрто-Рико, на Карибских островах объявлено предупреждение о тропическом шторме. Вот уже несколько дней на обращенной к Земле стороне Солнца растет крупная корональная дыра. Особенно быстрый рост ее площади, более чем на 50%, зафиксирован за последние 2 суток. По мнению специалистов лаборатории солнечной астрономии, в области данной корональной дыры должен наблюдаться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра, так как сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, откуда светящееся вещество уходит крайне редко. По уточненным прогнозам, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти во второй половине дня в понедельник, 18 августа, а во вторник-среду выйдет на необычно высокий уровень в диапазоне 800-900 км в секунду, что в 2-2,5 раза превышает обычное значение.
В такой ситуации 19-20 августа возможны умеренные возмущения геомагнитного поля, однако пока вероятность формирования магнитных бурь в эти дни невелика и оценивается в 30-40%. На настоящий момент это является главным фактором, который может повлиять на магнитосферу Земли в период предстоящих 7-9 дней. До этого момента геомагнитное поле будет оставаться в диапазоне от спокойного до неустойчивого. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.